Что вы представляете себе, когда слышите о секс-работе? Девушек, ожидающих клиентов на улицах? Вызывающее поведение, яркая губная помада, мини-юбка, порно-вебкам или даже стриптиз? Или аресты, о которых МВД отчитывается в новостях, и ролики о торговле людьми? В Омске задержали мужчину, организовавшего сеть порностудий. Пресекли деятельность сети порностудий. Давайте сразу договоримся о терминах. Секс-работа – это обмен сексуальными услугами между взрослыми людьми по обоюдному согласию на коммерческой основе. И, конечно, секс-работа – это не только непосредственно про секс с клиентами и клиентками. Это вебкам, эскорт, эротические танцы, секс по телефону, работа в порноиндустрии и многое другое. При этом некоторые из вас сейчас могут сказать, в смысле секс-работа? Какая же это работа? И вы будете не одиноки. У этого термина действительно есть множество критиков. И среди правозащитниц, и среди феминисток. Они настаивают на терминах проституция и проституированные люди, объясняя свою позицию тем, что любая секс-работа – это насилие, и людям только кажется, что они дают на нее согласие. Есть ли в индустрии секс-услуг люди, которых заставили туда прийти? Да, безусловно. Но к секс-работе это не имеет никакого отношения. Это принуждение и преступление. Такое же, как, например, забирать у мигрантов паспорт, заставлять их работать на стройке и не платить. Есть ли в этой сфере люди, которые сами пришли туда работать по любым причинам? Да, безусловно, есть. И сегодня мы собираемся говорить именно о них. Меня зовут Саша, это Докса, и сегодня мы расскажем об индустрии сексуальных услуг в разных странах и о том, что о ней думают сами секс-работницы. Вы вряд ли удивитесь, когда я скажу, что в сфере секс-услуг крутятся гигантские деньги. Вот пара показательных примеров. Компания Эйла, которая владеет порнохабом, Бразерс и рядом других порносайтов и студий, в 2018 году заработала $500 миллиарда. И это только по официальным данным. Или вот, в 2015 году одна исследовательская компания посчитала доходы о продаже секса в разных странах. И это $миллиарды ежегодно. Государство устанавливает правила трудовой деятельности. Что можно продавать и покупать, кто может это делать и как. Естественно, секс-индустрию, которая занимает такое большое место в экономике, правительства тоже пытаются регулировать. Но делают они это по-разному. В России, например, просто запрещают. За продажу секс-услуг будем давать большие штрафы. За посредничество еще большие штрафы или сажать в тюрьму. И за все, что связано с порнографией тоже. Еще вебкам туда добавим на всякий случай. Например, вот смотрите. В 2022 году в Самаре закрыли вебкам-студию, задержали владельца и несколько совершеннолетних сотрудниц, вебкамщиц и администраторов. Всех назвали соучастниками. МВД возбудило уголовное дело, а во время задержания к моделям направили целую группу спецназа, и случай этот далеко не единичный. Это при том, что тогда по закону вебкам вообще не был запрещен. Описание этой деятельности не существовало ни в уголовном, ни в административном кодексе, поэтому вебкам находился как бы в серой зоне. Некоторые модели даже пробовали получить какой-то официальный статус, например, оформить самозанятость. Только в декабре 2022 года Верховный суд России постановил, что секс-работа в прямом эфире относится к изготовлению, распространению и демонстрации порнографии. И не имеет значения, если это даже вебкам в закрытых каналах с подпиской и ограничением по возрасту. Вообще, секс-работа считается преступлением не только в России. Это, в принципе, самый популярный подход во всем мире. И активистки из числа секс-работниц активно борются с этими запретами. Секс-работницы и работники даже создают профсоюзы, правозащитные организации и отстаивают свое право на работу. А вот это символ их борьбы. В 2001 году во время Венецианской биеннале группа секс-работников провела марш в центре Венеции. Они говорили о плохих условиях труда, жестоком обращении и стигме, а красные зонты привлекали внимание к маршу. Через несколько лет красный зонт превратился в международный символ борьбы секс-работников и работниц за их права. Итак, какие существуют модели регуляции секс-работы?
Начнем с самой распространенной. Самая распространенная модель – это криминализация. При этом секс-работа и все, что с ней связано, считается преступлением. Продавать, покупать, быть посредником или, например, даже быть охранником у секс-работницы – все запрещено. Скорее всего, вы знаете, как это работает. Во всяком случае, в России. В российских законах секс-работа, конечно же, не является формой труда. Основные статьи, которые влияют на жизнь секс-работниц, это статьи о порнографии и занятии проституцией. Наказание за изготовление и распространение порнографии предполагает очень большие штрафы или лишение свободы со сроком до 2 лет. А если вы снимаетесь не один, то это уже совершение преступления по сговору лиц. Тогда вам будет грозить срок до 6 лет. При этом в эту группу лиц будут входить и оператор, и охранник, и даже уборщица. Отягчающим обстоятельством является доход в крупном размере. Это любая сумма больше 50 тысяч рублей. По этой же статье в России, например, преследуют вебкам-моделей. За продажу сексуальных контактов в России предполагается только административная ответственность и относительно небольшие штрафы, всего 1500-2000 тысячи рублей. Ну, по сути, как скорость на дороге превысить. Еще в России существует 2 объединения секс-работниц. Это Форум секс-работников и Серебряная роза. Они сотрудничают с врачами и юристами и помогают секс-работницам в случае ареста и насилия, а также занимаются просвещением в сфере здоровья. Большая часть их работы связана с противостоянием полицейскому насилию. Дело в том, что при криминализации полицейские могут безнаказанно подвергать секс-работников оскорблениям, вымогательству и жестокому обращению. Об этом же говорят международные правозащитные организации. Поэтому люди, продающие секс, всеми силами избегают контактов с полицейскими и готовы давать им взятки, лишь бы не получить административку. Полиция не воспринимает секс-работницу или секс-работника как полноценного гражданина. Не встречала ни одного задержания без оскорблений. Это оскорбления очень жесткие. Там будет мразь, продажная, шлюха. И вот это вот постоянное отношение брезгливое, как к недочеловеку. Полицейские очень часто вымогают деньги, угрожая статьей проституции. У них это очень хорошо получается, потому что данные об административных делах хранятся в базе МВД, и доступ к ней имеет большое количество людей, в том числе потенциальные работодатели. Привожу пример, да, девушка, может быть, когда-то в молодости предоставляла секс-услуги, там ей было 18, нужны были деньги, студентка из деревни, поработала полгодика для того, чтобы оплатить себе учебу, может быть, съемную квартиру. В это время она попалась, перестала заниматься секс-работой, закончила университет и пытается устроиться в банк работать. Статья не имеет срока давности. Служба безопасности пробивает и высвечивается, что она занималась секс-работой. И ей могут отказать из-за этого. Она может после этого стать жертвой харассмента. Когда ее руководитель узнает, что она занималась проституцией, будет домогаться, либо расскажет еще кому-то на рабочем месте, что она этим занималась. Да, и человек не сможет полноценно работать, полноценно существовать. Проблемы с законом могут повлиять на всю будущую жизнь. Получится ли сменить работу, если захочется? Не придется ли столкнуться со стигмой и предубеждениями, если все раскроется? Не столкнутся ли со стигмой семья и дети, и не лишат ли тебя родительских прав? Среднестатистическая секс-работница – это женщина старше 30, у которой есть 1 или 2 ребенка и пожилые родители. Иногда ипотека и кредиты. Иногда еще одна работа, которую называют дневной. Чтобы не рисковать в таких условиях, действительно легче откупиться от полиции, и полицейские это знают. По этим же причинам секс-работницы не могут сами прийти в полицию, если они стали жертвами преступления, например, ограбления или насилия. И если секс-работница надумывает заявить об этом в полицию, чаще всего она получит отказ. Чем будут руководствоваться? Проститутку нельзя изнасиловать. По сути, клиент заплатил за услугу, которую девушка предоставляет, да, то есть секс, а не за то, чтобы девушку насиловать или ударить, да. Опять же, если ее ограбили, отношение такое: а ты чем эти деньги заработала? Прежде чем пойти в полицию, девушка подумает очень много тысяч раз. В результате криминализация полностью выталкивает секс-работников из правового поля и лишает их любых механизмов защиты. Они не могут обратиться в полицию, если столкнулись с принуждением или сексуализированным насилием. И клиенты, и владельцы салонов, студий, стриптиз-клубов могут принуждать работников к тому, чего те не хотят делать, просто потому что понимают, что секс-работнику
некуда обратиться за помощью. Кроме того, секс-работники и работницы никак не могут оформить свои трудовые отношения с салоном или студией. К чему это приводит? К тому, что людям недоплачивают, их могут произвольно штрафовать, могут принуждать к чему-то нежелательному, а в случае отказа шантажировать. И в первую очередь страдают самые социально незащищенные люди. Это граждане других стран, у которых нет документов, люди с инвалидностью или те, у кого на попечении находятся дети или пожилые родственники. Таким образом, запрет на секс-работу на самом деле никому не помогает, даже наоборот. Он облегчает совершение преступлений и создает почву для безнаказанной эксплуатации людей. Плюсов у криминализации ни одного, а вот минусов наберется целый список. В связи с этим родилась другая идея – сделать преступлением не продажу секс-услуг, а покупку. Частичную криминализацию также называют скандинавской или шведской моделью. Именно в Швеции в 1999 году впервые ввели эту систему, а потом ее приняли во многих других странах мира. В чем суть? Все просто. Спрос рождает предложение. А значит, нужно уменьшить спрос, тогда сократится и предложение, и меньше людей окажется в секс-индустрии. Кажется, звучит хорошо, а как это работает на практике? Ну, например, вот так. Когда во Франции в 2016 году ввели уголовную ответственность за покупку сексуальных контактов, уровень насилия по отношению к секс-работникам в стране вырос. Об этом говорили объединения самих секс-работников во Франции и правозащитные организации, которые изучали, как работает этот закон. Цитируя авторов исследования: рост всех видов насилия по всем направлениям. Это не Франция какая-то особенная. Даже в Швеции, где придумали эту модель, закон работал и работает точно так же. Наказание за покупку сексуальных услуг делает жизнь секс-работников намного опаснее. Но почему это так работает? И вот как это объясняет Джуна Мак, секс-работница и активистка. Если тебе нужны деньги клиентов, ты должна защищать их от полиции. Если работаешь на улице, значит в одиночку или в уединенных местах. Так же, как если бы сама была под уголовной ответственностью. Нужно быстрее садиться в машину, быстрее вести переговоры, а значит принимать поспешные решения. Опасен ли этот парень или просто нервничает? Можешь ли ты позволить себе рисковать? Можешь ли позволить не рисковать? Появляется вопрос, почему бы в таком случае не работать вместе и не принимать клиентов на своей территории? Здесь секс-работницам тоже отрезали возможности для безопасной работы. Фактически они не могут арендовать специальное место для ведения бизнеса или принимать клиентов в собственном жилье, потому что тогда под уголовное дело о посредничестве могут попасть арендодатели или даже соседи. А совместная работа 2 и более секс-работниц по закону расценивается как содержание борделя. Незаконность борделей вынуждает нас работать поодиночке. Безусловно, так мы становимся уязвимее для насильников. Но мы уязвимы и тогда, когда выбираем работать вместе, нарушая закон. Пару лет назад моя подруга нервничала после нападения на работе. Я предложила ей временно водить клиентов ко мне. И как-то один парень зашел слишком далеко. Я попросила его уйти, пригрозив вызвать полицию. Он посмотрел на нас и сказал: «Вы, девочки, копов не вызовете. Вы работаете вместе, и это незаконно». Он был прав. Следующий логичный вопрос. Если эта работа так опасна, запретительные законы делают ее еще опаснее, почему бы тогда просто не уйти из индустрии? Законодатели этих стран, видимо, надеются, что люди побоятся торговать телом из-за страха ареста. Но если ты выбираешь между законом и обеспечением себя или семьи, ты все равно пойдешь работать, ты пойдешь на риск. Еще один важный момент. Когда преступлением считается покупка секса, а не его продажа, то кажется, что секс-работницы могут обратиться в полицию в случае насилия или злоупотребления. Но на самом деле нет. Хотя формально сами работники не делают ничего противозаконного, но индустрия, в которой они работают, формально находится вне закона. И поэтому полиция относится к ним как к преступникам. Страх полиции вынуждает их работать в одиночку, в уединенных местах. В такой ситуации клиенты и даже полицейские могут применить насилие, осознавая свою безнаказанность. Штрафы и уголовное прошлое заставляют продолжать торговлю телом, вместо того, чтобы дать возможность остановиться. Разгоны покупателей вынуждают продавцов идти на риск в руки потенциально опасных менеджеров. Эти законы также усиливают общественное осуждение и ненависть к секс-работницам. Избегают ли этих проблем люди, которые занимаются секс-работой онлайн? Далеко не всегда.
Сферы секс-работы пересекаются. Многие актрисы фильмов для взрослых также занимаются эскортом, или работают в веб-каме, или танцуют. И любой законодательный акт, затрагивающий одну группу, часто затрагивает нас всех. Скандинавская модель предполагает, что секс-работа – это не преступление, и это плюс. Если человек столкнулся с эксплуатацией или насилием, он может рассчитывать на защиту. С другой стороны, секс-работников все равно преследует полиция, поэтому условия работы сложно назвать спокойными. Клиенты тоже становятся опаснее, ведь среди них остаются только те, кто готов нарушать закон. Из-за всего этого растет уровень насилия. А еще секс-работники оказываются в невольной изоляции. Работать вместе опасно, снимать вместе жилье опасно, потому что кого угодно могут посчитать сутенером или посредником. Поэтому законотворцы некоторых стран придумали другой способ регулировать секс-работу. Легализация означает, что секс-работники должны получать лицензию на свою деятельность, то есть, по сути, специальное разрешение. Эта система работает во многих странах, и работать она может по-разному. Например, в Нидерландах секс-работа разрешена только в определенных зонах. Да, это тот самый знаменитый квартал красных фонарей в Амстердаме. Секс-работа в других частях города считается преступлением. То есть здесь можно, а вот здесь уже нельзя. Такая же система действует в Германии. Для получения лицензии потенциальные владельцы секс-бизнеса должны пройти проверку на наличие судимости. Это делается для того, чтобы те, кто связаны с торговлей людьми, не могли открыть такое заведение. В некоторых странах секс-работники могут арендовать помещения в разрешенных зонах и работать на себя, но для этого им нужна частная лицензия. Аренда, лицензия, транспорт до зоны, где разрешена секс-работа. Все это требует немалых денег. Люди смотрят и думают: «О, секс-работа, я заработаю кучу денег». Но на самом деле многие люди, занимающиеся этим, сталкиваются с трудностями. Мне повезло, но многие мои друзья испытывают трудности, типа иногда им не хватает на аренду. Регулярные медобследования – это тоже частое официальное требование к секс-работникам. Обычно они должны проходить обследование раз в год или полгода. Но, например, в Греции секс-работницы должны обновлять свои медкарты каждые 2 недели. При легализации наиболее социально уязвимые персоны могут быть привлечены к уголовной ответственности, если они не могут позволить себе все эти лицензии и сборы, или будут вынуждены работать на какого-то дядю, который может себе позволить открыть бордель и оплатить все их лицензии в обмен на полный контроль над своими подчиненными. А это так себе ситуация. Работа в заведениях тоже не дает никаких социальных гарантий. Это такой же прекарный труд, как, например, работа курьером. Люди получают очень мало денег, потому что большую часть их дохода забирает посредник. У них нет медицинской страховки, а также возможности уйти в отпуск без потери дохода. Они не могут защитить свои трудовые права, потому что работников и посредника не связывает классический трудовой договор. Если человек недоволен условиями труда, с ним могут легко попрощаться, ведь его место всегда готовы занять другие. Никаких гарантий, зато много требований, которые часто бывают откровенно дискриминационными. Например, в Германии и Греции от секс-работниц требуют проходить специальную регистрацию. Конечно же, они не хотят регистрироваться. Это не только может помешать им в будущем, например, когда они захотят сменить сферу деятельности, но и влияет на их жизнь в настоящем, ведь они и без того постоянно сталкиваются со стигмой. У людей есть определенные предубеждения о секс-работе, и они пытаются их продвигать. Типа, я бывал у врачей, которые, когда мне нужно было сдать анализы, такие: «Зачем вам это? Почему это нужно вам так часто?» Я знаю многих людей, особенно среди женщин, которые приходят к врачам, чтобы сдать анализы, и они такие: «Почему вы делаете это каждые 2-3 недели? Что происходит? Может быть, вам стоит меньше заниматься сексом?» Иногда требования к секс-работницам и работникам и вовсе абсурдны. Например, в Греции для того, чтобы получить лицензию, нужно не состоять в браке. Хочешь работать – разводись. А если ты уже работаешь в секс-индустрии, то ты не можешь вступить в брак. Уменьшают ли все эти требования количество работников секс-индустрии? Если легализоваться так сложно, значит ли это, что человек не пойдет туда работать? Владельцы борделей с деньгами и связями могут соблюдать правила, но менее приспособленные люди не могут выполнить все эти условия. Даже если это реально в теории, регистрация и поиск надлежащего места отнимут время и деньги. Это не выход для людей, которым некуда деваться и кому деньги нужны сейчас. Ими могут быть беженки или люди, бегущие от домашнего насилия.
В такой системе наиболее уязвимым людям приходится работать нелегально, подвергаясь тем же опасностям, что и при криминализации. Действительно, многие люди продолжают работать нелегально, потому что им нужны деньги, а другой работы может не быть. Так было, например, во время экономического кризиса в Греции. Количество людей, продающих секс, за несколько лет выросло на 150%. При этом из 20 тысяч человек только 1000 делало это легально. Итак, у системы легализации есть свои плюсы. Во-первых, можно работать по лицензии, тогда все официально и тебя защищает закон. Ты можешь обратиться в полицию, если, например, у тебя возникли проблемы с клиентом. И клиентура, в принципе, более безопасная, потому что тебе не грозит арест за покупку секс-услуг. Еще один весомый плюс – это социальные связи. Можно свободно проводить мероприятия, а правозащитные и поддерживающие организации имеют куда больше возможностей. Однако далеко не все могут получить лицензию. Это дорого и сложно. В таком случае помощь с документами предоставляется владельцами секс-бизнеса. И тогда в их руках оказываются серьезные рычаги давления на работников. Это создает почву для эксплуатации и нарушения прав. Все остальные, то есть люди, которые вообще не могут получить разрешение на секс-работу, остаются за бортом. Таким образом, большая часть секс-работников все равно остается в нелегальной зоне, где есть насилие и шантаж. Итак, что же остается? Все модели, про которые мы рассказали, имеют столько минусов для секс-работниц. И, наверное, вы догадываетесь, что сейчас я расскажу про декрим. Декриминализация – это как вообще? Неужели людям действительно разрешают продавать секс? Неужели это не делает все только опаснее? Сейчас расскажу. А пока, если вам нравится это видео, поставьте лайк для того, чтобы YouTube выдавал больше образовательного контента. И не забудьте подписаться на наш канал. Декриминализация – это когда секс-работа – просто работа. Такая модель регулирования действует всего в 3 странах мира. Она не требует специальных лицензий и разрешений. Этим система отличается от легализации. При декриминализации никого не объявляют преступником, ни клиента, ни секс-работника. Люди могут устраиваться в найм или работать на себя, а их деятельность регулирует обычное трудовое законодательство. Итак, что это за страны? Во-первых, Бельгия, но оценивать опыт этой страны пока рано, потому что закон она приняла только в июне 2022 года. С 2003 года это Новая Зеландия, а еще Австралия, точнее всего один ее штат – Новый Южный Уэльс. Секс-работу там декриминализировали еще в 1995 году, представляете? Даже спустя десятки лет сложно вообразить, что где-то приняли такой закон, а партию инициатора широко поддержали в обществе. Новая Зеландия, кажется, единственная страна, которая сделала все правильно. И это потому, что они консультировались с секс-работницами, в то время как в других странах не говорят с секс-работницами. Для них просто придумывают планы и законы, не обсуждая их с ними. Действительно, изменений добились сами работники индустрии. В 1987 году они организовали коллектив секс-работников Новой Зеландии. Они начинали с того, что повышали осведомленность о ВИЧ, СПИДе и безопасном сексе, раздавали презервативы и находили контакты проверенных врачей, чтобы секс-работники не сталкивались со стигмой во время медобследований. И даже выпускали журнал о правах людей в индустрии. И все это в те времена, когда секс-работа считалась преступлением. Насилие, угрозы, шантаж со стороны полицейских и, конечно, коррупция. Вот с чем тогда имели дело местные секс-работники. А в обществе царили предубеждения по поводу их профессии. Но, несмотря на это, коллектив секс-работников Новой Зеландии не побоялся предложить реформу законодательства. Целью стала полная декриминализация секс-работы. Участницы коллектива считали, что остальные системы в мире сделали жизнь секс-работниц только хуже. И, конечно же, сразу на реформу никто не согласился. Местное сообщество долгие годы продолжало борьбу. Секс-работники и работницы устанавливали контакты с общественными организациями, феминистскими группами, государственными ведомствами, учеными и политиками самых разных рангов. Вместе они собрали рабочую группу и написали законопроект о декриминализации. Мне кажется, что многие люди, которые выступают против секс-работы и не хотят декриминализации, это те же люди, которые думают, что секс-работа опасна. Но главная причина, почему секс-работа опасна, как раз в том, что она криминализована,
И поэтому у секс-работниц нет возможности обеспечить свою безопасность. В 2000 году проект о декриминализации выдвинули на голосование, а в 2003 году он дошел до финального 3-го чтения. Конечно, у законопроекта было много критиков, и ожидалось, что его отклонят. Но из 120 человек в парламенте за декриминализацию проголосовали 60 человек, а против 59. И еще 1 человек воздержался. Многолетняя работа по просвещению и поиску сторонников принесла свои плоды. Закон приняли. Критики закона ожидали, что теперь секс-работников станет больше, а также увеличится число случаев торговли людьми в стране. Поэтому в Новой Зеландии сформировали специальный комитет, который должен был проверить, как новый закон работает на практике. Они провели тщательную проверку того, что на самом деле происходило, и обнаружили, что не было роста проституции, и что секс-работницы были в большей безопасности. Что особенно важно, они могли сообщать полиции о насилии, потому что больше не боялись ареста. И вот в чем суть. В комитет, который проводил исследования и проверки, входили сами секс-работники. Вообще-то это логично. Но это был супер прогрессивный шаг. Когда другие страны вводили у себя, например, скандинавскую модель, они тоже проводили исследования, работает ли наказание клиента. Но при этом они полностью игнорировали самих секс-работниц. Во Франции члены аналогичного комитета опросили объединение секс-работниц. Услышали, что уровень насилия увеличился, и вообще не стали включать эти данные в отчет. Так вот, в результате декриминализации жизнь секс-работников в Австралии и Новой Зеландии стала... А пусть они сами расскажут, как изменилась их жизнь. Смотрите, я пришла в индустрию в 1986 году. Тогда декриминализации вообще не было на горизонте. Мы работали в системе криминализации. Поэтому то, что с нами происходило, было, вы знаете, у нас не было прав. У секс-работниц не было прав. Если с нами что-то случалось на улице, мы не могли об этом сообщить. Если клиент что-то делал, мы не могли сообщить об этом. И клиенты это знали. Клиенты, черт возьми, знали это. Поэтому нам приходилось собираться вместе, всем 6. Просто приходилось собираться вместе на улице, чтобы защитить себя. Я живу в Южном Уэльсе, и у нас секс-работа декриминализована. И это значит, что если что-то на работе пойдет не так, я могу обратиться в полицию. И это лишь одна из причин, почему декриминализация – это единственный путь для безопасности секс-работниц. Во всех моих взаимодействиях с клиентами четко указывается, какую именно услугу я оказываю, что в это включено, чего я не делаю и какие меры предосторожности будут соблюдаться для безопасного секса. В такой системе человек чувствует, что можно и нужно отстаивать свои права. Например, в Новой Зеландии в 2014 году был громкий случай, когда секс-работницы домогался ее начальник. И как вы думаете, что она сделала дальше? Рассказала своим коллегам о правозащитных организациях на случай, если они тоже с этим столкнулись. Сама подала в суд и выиграла дело. И никто не говорил, что сама виновата, раз выбрала такую профессию. В наши дни многие международные правозащитные организации рекомендуют декриминализировать секс-работу. Значит ли это, что декриминализация – это идеальная система? К сожалению, существует такая проблема, которую ни в одной стране мира еще не удалось решить. Дело вот в чем. Люди без гражданства даже при полной декриминализации не могут продавать секс. Это запрещено. То есть даже если вы приезжаете в страну, где это разрешено, для вас это остается под запретом. Из-за этого мигрантки и мигранты по всему миру оказываются в нелегальной зоне секс-индустрии, где царят эксплуатация, насилие, принуждение и страх депортации. Я родилась не в Великобритании. Я работаю в этой стране, чтобы обеспечить своего ребенка и еще 3 членов семьи в родной стране. Они зависят от меня. Как я могу работать, если закон ограничивает работу? Секс-работа разрешена, но меня считают преступницей. Они отправят меня домой, а дома небезопасно. Итак, декриминализация предполагает, что секс-работа – это просто работа, поэтому люди в ней защищены законом. И это однозначно в плюсы. У секс-работников есть агентность и автономность, то есть они могут самостоятельно выбирать, какие услуги предоставлять, и могут отказываться от нежелательных клиентов и практик. А еще в такой системе нет изоляции. Можно работать вместе и организовывать профсоюзы, чтобы защищать свои права. Но и у этой системы есть огромный пробел.
Мигрантки и мигранты продолжают оставаться без защиты, работать в опасных местах и сталкиваться с насилием. Декриминализация сегодня не идеальная система, но, кажется, пока она лучшая из возможных. Я хочу, чтобы мы могли работать вместе над декриминализацией, чтобы мы могли сообщать о злоупотреблениях, не опасаясь за свою свободу, чтобы мы могли объединяться в профсоюзы и могли сообщать о сексуализированном насилии против нас, и чтобы никто не говорил: «Что ж, ты сама в этом виновата». Почему при всех плюсах декриминализации законодатели почти всего мира выбирают более жесткие модели регулирования, полный запрет, скандинавскую модель с наказанием клиента или легализацию с ее лицензиями и ограничениями? Власти часто придерживаются подхода «мы лучше знаем, что для вас лучше». И работники и работницы секс-индустрии осуждают такую точку зрения. Я читала прошлогоднюю статью из Денвера, и там они говорили, что полицейский, у которого брали интервью для этой статьи, сказал: даже если они думают, что их не принуждают, на самом деле их принуждают. И мы просто должны убедить их, что их принуждают. Это наша работа. В начале 2023 года глава Министерства по равноправию Франции сказала, что секс-работа – это не профессия, а форма насилия. И добавила, что мы хотим помочь всем жертвам этого насилия, вне зависимости от того, называют ли они себя секс-работниками или нет. При этом обращение самих секс-работников она игнорировала. И когда они говорили о том, что уровень насилия по отношению к ним вырос вместе с введением скандинавской модели, просто отвечала, что это неправда. В разговорах о правах секс-работниц часто звучит что-то вроде «секс-работа – это аморальное явление, это угнетение, эксплуатация женщин и победа патриархата». Все эти большие вопросы – это важные вопросы к устройству общества и к тому, как в нем распределяется власть. Но эти вопросы отводят взгляд от людей, которые здесь и сейчас живут в этой системе. Как феминистка, я знаю, что в секс-индустрии глубоко укоренилось социальное неравенство. Большинство покупателей – это мужчины с деньгами, а большинство продавцов – женщины без денег. В лучшем, более равноправном мире, возможно, было бы меньше людей, оказывающих секс-услуги, чтобы выжить. Но вы не можете взять и принять закон о наступлении этого лучшего мира. Если люди вынуждены продавать секс из-за бедности, отсутствия крова или регистрации и не могут найти легальную работу, то исключение этой возможности не сделает их богаче, у них не появится жилье, не изменится иммиграционный статус. Люди испытывают противоречивые чувства, когда речь идет о сексе. Но мы не можем принимать законы, руководствуясь только чувствами, а тем более игнорируя людей, против которых они будут работать. Противники декриминализации опасаются, что она развяжет руки сутенерам, приведет к росту торговли людьми и в целом только усугубит эксплуатацию, особенно в государствах, где и так наблюдаются проблемы с соблюдением прав человека. Однако правозащитные организации изучали опыт разных стран и пришли к совершенно противоположным выводам. Например, Amnesty International проводила исследования в Папуа-Новой Гвинее, Гонконге, Аргентине и Норвегии. И везде запрет секс-работы только ухудшал положение. Вот смотрите, в Папуа-Новой Гвинее секс-работа запрещена. В 2010 году в столице страны всего за 6 месяцев 50% секс-работников подверглись изнасилованию, как со стороны клиентов, так и со стороны полиции. Более того, полицейские в этой стране как доказательство преступления используют то, что люди носят с собой презервативы. Таким образом, полиция в Папуа-Новой Гвинее сама провоцирует секс-работников на незащищенный секс. В Гонконге сотрудники полиции часто злоупотребляют своими полномочиями, потому что под прикрытием им разрешено пользоваться сексуальными услугами для получения доказательств. Помимо этого, полицейские или люди, выдающие себя за полицейских, могут вымогать у секс-работников взятки или бесплатный секс, угрожая проблемами с законом. В Норвегии криминализована покупка, а не продажа секса. Но все равно секс-работники не сообщают о случаях насилия, потому что их могут просто принудительно выселить из жилья. По закону арендодатели могут привлечь к ответственности за сдачу в аренду недвижимости, в которой продают секс.
Поэтому на всякий случай жильцов, обратившихся в полицию, просто выселяют. В Аргентине секс-работа формально не запрещена, но по факту криминализована законами, которые не проводят различия между секс-работой и торговлей людьми. Это приводит к чудовищной стигматизации секс-работников, из-за которой полицейские не реагируют на их сообщения о преступлениях. Правозащитники из Amnesty считают, что законы о секс-работе должны быть направлены на защиту людей от эксплуатации или жестокого обращения, а не на попытку их наказать. Криминализация осложняет борьбу с рабством и сексуальной эксплуатацией, потому что полиция сосредоточена не на выявлении тех же торговцев людьми, а на рейдах по уличным работникам. Полицейские не принимают обращения о преступлениях от секс-работниц. Они объявляют преступниками тех, кто обращается к ним за помощью, а настоящие преступники так и остаются безнаказанными. Несмотря на то, что сельскохозяйственные работы законны, продавать людей в рабство на них все еще запрещено. Это явное нарушение прав рабочих. Если мы отменим уголовную ответственность за секс-работу, то можем начать рассматривать нарушения в ней с точки зрения законов о труде, и занятые в ней люди смогут добиваться соблюдения своих прав. Красный зонт, который секс-работники используют как символ своей борьбы, они также называют символом защиты от насилия и нетерпимости. И пока их оскорбляют, травят, осуждают и запрещают, международные правозащитные организации и другие союзники поддерживают декриминализацию и держат красный зонт вместе с секс-работницами и работниками. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. А еще вы можете поддержать Доксу донатами, чтобы мы могли и дальше выпускать видео и говорить о таких сложных темах.